Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Овен. Давайте посмотрим, что вас ожидает во второй половине месяца января, какие карты вам выпадут в этот отрезок времени. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы, а также не забудьте подписаться, если видео вам подходит, если вы заинтересованы в дальнейшем в таких раскладах, если они вам нравятся. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у представителей знака Овен с 15 января и до конца месяца. Я выкладываю карты сначала, и из той картины, собственно, которая у нас получается, разъясняю каждую из них и складываем такое общее представление. Итак, первая карта у вас королева монет, королева пентаклей. Это карта Земли, может быть, знака земного, то есть Дев, Тельцов или Козерогов. В целом она может означать как мужчину, так и женщину. Это общий расклад. Но это кто-то, кто предстает в образе такой царицы, или короля. То есть это такой надежный человек, стабильный, трудолюбивый, очень способный, находчивый, может быть, практичный во всем, что в жизни делает. И для кого-то это может означать сосредоточенность на финансовых, на материальных вопросах, на том, насколько компетентными и практичными вы себя чувствуете в своей сфере деятельности, допустим. Или вы имеете дело с человеком таким, с кем вы, может быть, работаете. Тут же у вас есть десятка жезлов. Десятка жезлов. Возможно, вы здесь как будто чувствуете, что не можете еще и справиться с чем-то, что довольно хорошо начиналось, но теперь тяжело нести это бремя. То есть со временем это стало каким-то тяжелым грузом, и вы больше не хотите носить с собой это тяжелое бремя, какую-то тяжелую работу. И десятка, она у завершения цикла, потому что это последняя карта, в числовых значениях карт Таро. То есть она говорит о том, что вы можете себя чувствовать подавленными из-за чего-то, возможно, из-за связи с каким-то человеком, может быть, из-за финансовых или материальных вопросов. И некоторые из вас, возможно, в отношениях испытывают трудности или проблемы, от которых, как вам кажется, нужно избавиться, нужно отказаться, например, в карьере или в работе, в каких-то вопросах, касающихся денег. Возможно, вы чувствуете себя подавленными из-за того, сколько вам приходится на себя брать ответственности, пытаясь быть практичным, находчивым, управляя всем. И вы просто чувствуете себя немножечко уставшим, немного подавленным. И здесь нужно облегчить себе этот груз. То есть нужно, возможно, здесь сбросить с себя какое-то тяжелое бремя, которое на вас есть. Карта сила здесь также есть, карта вашей силы, вашей уверенности в себе, в своих возможностях, в том, что вы справитесь, что у вас достаточно этого эмоционального, теплого чувства, ощущения, что вы справитесь, сможете со всеми ситуациями, собственно, совладать. То есть вот этот подъем эмоциональный, который вы в себе все-таки пытаетесь найти, чувство, что вы сможете с человеком с каким-то договориться, что вы сможете справиться, найти способ справиться с какими-то ситуациями. Может быть, это как-то связано с человеком знака Лев, потому что это карта льва, карта сила. Но в любом случае вам нужно будто бы немного сил. Вам нужно немного сил для того, чтобы с чем-то здесь справиться. Силы, ваша главная энергия здесь, сила, основная цель, возможно, на вторую половину января. То есть здесь ситуация, которая требует силы. И, может быть, вам нужно отпустить кого-то или отпустить что-то, что для вас является тяжелым грузом. Может быть, договориться наоборот как-то, то есть зависит от ситуации. Но сила, она заключается в том, чтобы противостоять своим сомнениям, противостоять своим страхам, своей неуверенности. И она идет не только о предопределении внешних трудностей, которых мы боимся, может быть, которые вызывают тревогу у вас, но это также еще и возможность спросить себя, какую роль я играю в этой конкретной ситуации. Потому что самая сложная часть проявления силы — это, знаете, просто наедине с собой взглянуть правде в глаза на ту роль, которая у вас была в этой неприятной ситуации, на себя ответственность взять за это событие, двигаться дальше. То есть таким образом вот в этой ситуации потребуется определенная сила духа и честность перед собой в первую очередь, ясность мышления, которая здесь по этой карте сила для вас может быть важной. Карта двойка пентаклей дальше. И карта Верховная Жрица, двойка пентаклей.
Опять-таки попытка балансировать, попытка удержаться и не потерять равновесие в чем-то. Возможно, потому что вы как будто думаете, я так больше продолжать не могу. И, возможно, пришло время что-то менять, признать истину, которая живет внутри вас, что так больше продолжаться не может. То есть вы долгое время как удерживаетесь в этом таком положении, да, на одной ножке, удерживая равновесие, чтобы не потерять равновесие, чтобы не упасть. И здесь же это двойка пентаклей с верховной жрицей, которая здесь рядышком есть, да, показывает, что нужно сделать выбор. Есть два варианта, и это может быть непростой выбор. И здесь в присутствии верховной жрицы это какая-то истина или знание, которое уже внутри вас находится, и вам нужно к этому знанию прислушаться и позволить своей интуиции вам подсказать, как лучше поступить, потому что вы уже знаете, как лучше поступить, вы уже знаете, как лучше действовать. Здесь же у вас есть король и пара, смотрите, король, королева жезлов, то есть прямо огненная такая стихия. Может быть, вы общаетесь с каким-то огненным знаком. У нас уже лев был, может быть, лев, овен или стрелец. Да, вполне может быть. Может быть, у кого-то проблема с третьей стороной, то есть какие-то отношения, где есть кто-то лишний, кто влияет на отношения. Это может быть ситуация с третьей стороной, допустим, если это какая-то неверность, не дай бог. Возможно, у вас есть какие-то долгосрочные обязательства или брак с кем-то, кого символизирует, к примеру, королева жезлов. И, возможно, здесь завязывается какой-то еще интерес романтический с королевой монет, допустим, или наоборот, стабильные отношения с королевой монеты, тут еще королева жезлов, которая много страсти вызывает, каких-то эмоций. То есть есть какой-то как вариант выбора, и вы здесь можете скрывать эту ситуацию или эти отношения, и по двойке пентаклей балансировать, не знаете, кому отдать предпочтение, нехорошая может быть ситуация. И это может оказывать существенное влияние на основные отношения тем или иным образом. И здесь нужно делать выбор. Похоже, здесь есть выбор в том, чтобы отпустить что-то, что для вас является тяжелым грузом, бременем, потому что для вас это достаточно сложно. Для вас это может быть достаточно сложно. Давайте посмотрим еще карта Солнца и карта Семерка жезлов. Прояснение ситуации обмана, лжи какой-то нечестности, потому что семерка мечей, она о неправде, о предательстве, о какой-то измене, то есть о чем-то нечестном. Кто-то может обманывать, или вы кого-то обманываете, но пришло время раскрыть правду, раскрыть истину в работе это или в личной жизни. Это касается какой сферы, не имеет значения, но вы понимаете, что вы больше не можете нести этот груз, и вам нужно найти способ облегчить эту тяжесть, эту ношу, может быть, полностью снять с себя этот груз. И вы как будто бы понимаете, что это хоть и непростое решение, потому что вы как-то к этому сильно привязаны, к тому, что вам нужно отпустить. Это может касаться, действительно, вот здесь 3 такие персоны появились. То есть несколько людей, и вам нужно здесь с этими людьми как-то этот вопрос решить. А здесь с Солнцем, с семеркой мечей. Для некоторых ситуация, когда в отношениях определенно присутствует влияние третьей стороны, может быть, какая-то романтическая связь, я не знаю, или возникает ощущение нечестности, или того, что что-то скрывалось. Особенно для тех из вас, для кого это, знаете, вопрос какой-то измены или неверности. Здесь может быть что-то, что доставляло определенное как удовольствие, но опять же, здесь есть какая-то ясность, есть что-то, что нужно прояснить, прислушаться к интуиции, разобраться в каком-то вопросе и отпустить что-то, что вам не подходит. Возможно, вы имеете дело с человеком, будь то в личных отношениях, особенно в ситуации с третьей стороной, или даже в деловой сфере, деловой ситуации, связанной с деньгами. У вас может возникнуть ощущение, что у кого-то есть скрытые мотивы. Может быть, это ваш коллега по работе, и здесь какие-то финансовые вопросы задействованы, поэтому королева пентаклей выступает. Но вы все равно как будто бы здесь не доверяете и понимаете, что здесь есть какая-то нечестность. И нужно с этой нечестностью разобраться, с какой-то неправдой, прояснить эту ситуацию, потому что у кого-то здесь могут быть скрытые мотивы. Здесь может быть
нарушение каких-то обещаний, возможно, в бизнесе, допустим, или в отношениях. Совершенно разные могут быть ситуации на самом деле здесь. Поэтому даже так вот и сложно сразу сказать. Но в любом случае, касалось бы это сферы денег или финансов, но вы здесь пытаетесь жонглировать всем, пытаетесь управлять всем, что здесь происходит. И какое-то время даже можете чувствовать, ну, как будто бы, ну, и так справляюсь, ну, и так нормально, да, и так подойдет. Но на самом деле все равно чувствуете эту тяжесть, груз, понимание, что нужно с этим что-то делать, потому что даже если есть какая-то определенная привязанность здесь, эмоциональная привязанность, она может быть, ну, таким тяжелым бременем для вас. Вам сложно быть нечестными, допустим, если вы здесь кого-то обманываете, или сложно закрывать на что-то глаза, если вы чувствуете, что обманывают вас, да, как будто бы вы так больше не можете, вам надоело в такой ситуации находиться. Поэтому 10 жезлов. Давайте посмотрим еще. Карта звезда. Карта звезда, карта восьмерка. Восьмерка мечей, да. Возможно, здесь, ну, как будто одна из тех ситуаций, из которой невозможно просто так выйти, не причинив себе боли. Да? Действительно, восьмерка мечей, у вас много по этому поводу переживаний, много волнений, много каких-то сомнений. Пятерка мечей также. То есть понимание, что что-то действительно будет для вас тяжелым. Этот выбор невозможен без того, чтобы не причинить кому-то боль или не разочаровать себя в этом предательстве. То есть здесь в любом случае для того, чтобы здесь сбросить эту ношу, нужно отказаться от чего-то, что, возможно, приносило даже удовольствие, какую-то радость вам, но больше так продолжаться не может. Здесь есть надежда с этой картой звезда, что что вы отпустите эту ситуацию, что дальше будет какое-то улучшение ситуации, что время облегчится, что появится другая сторона медали, что вы делаете, собственно, здесь все правильно, в смысле какого-то обновления, надежды на исцеление, да, каких-то таких позитивных перемен, карта шут, что вы на совершенно новый путь выходите по шуту, что вы обнуляете ситуацию, отпускаете ситуацию и начинаете новый этап в вашей жизни, каких-то новых для вас событий. То есть вы стоите перед довольно сложным выбором, который у вас здесь есть, но чего бы это ни касалось, какой бы это сферы ни касалось, но здесь достаточно все прозрачно становится, достаточно ясно и проясняются многие вопросы. То есть я думаю, что здесь, несмотря на волнение, несмотря на переживания, вы верите в лучшее, верите в эти перемены и принимаете это правильное решение. Даже если вы что-то не хотели сначала признавать или долгое время откладывали принятие какого-то решения, но здесь вы понимаете, что здесь нужно вот в этом периоде наконец-то делать этот выбор, чтобы создать для себя такую лучшую, более здоровую, более успешную, возможно, реальность. То есть истина, которая к вам здесь приходит, это знание и понимание того, что это нужно сделать, что сейчас вы достаточно сильны для того, чтобы, собственно, этот период пройти. Может быть сложный, может быть не самый простой для вас, но тем не менее, если это касается личных отношений особенно, потому что здесь впечатление, что это касается отношений или брака, то здесь вы, тем не менее, понимаете, что вот оно время наступило для того, чтобы такое решение здесь принять, потому что надоело вам здесь жонглировать этими чувствами или между этими людьми, потому что вам хочется больше долгосрочной стабильности, вам хочется ощущения счастья в отношениях или ощущения счастья там в своей семье, в своем браке. Да, поэтому я думаю, что здесь вы принимаете решение обнулить ситуацию, и это решение ваше, оно будет здесь поистине правильным. Итак, давайте на этом, наверное, завершим наш второй прогноз на вторую половину месяца января. Я надеюсь, большинству из вас он подойдет. Пишите в ваших комментариях, насколько это так. Я буду очень рада почитать ваши отзывы. На этом прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого лучшего. Берегите себя и берегите своих близких. До скорого.